То есть после этого все. Мне похуй, у меня виза закрыта, так что я могу говорить правду матку. Так, что у нас еще? Сразу согласен. Мы сказали, да, давай не вырежи это, Дима. Я понимаю, что это как бы... У меня есть память по серии Перова. Вот с этого и начнем все. Нет, действительно, так не обрезай это, Дим. Не, действительно, давай начнем по-нормальному. Просто поговорим. А то все, у нас обычные какие-то приветствия, вот эти официальные дурацкие. К чему это? Ну, как мне понравилась концовка нашего предыдущего видео, когда ты сказал там... Когда никакой шняги. Давай постараемся сегодня, чтобы тоже было поменьше шняги. Кому это нужно? Прелюдии все эти. Мы пост накидали в группе. Сейчас мы пару вопросиков с поста дернем. И Кипа, твои отношения к ней. Не люблю. Коротко, зато емко. Вопросик был такой: почему все самые большие результаты, все самые большие тяги сделаны именно в классике? Потому что, наверное, в классике тянут самые сильные люди. Хорошо, что я тяну в классике. Да. Маша, давай нас с Кириллом, может, протрем немножко, что-то мы заблестели. Вот так веселее, понимаешь? Что, блядь, на это? Давай все-таки включим кондишку, но поднимем температуру на 2 градуса. Ровно. Про сливание крови. Да должно быть, блядь, интересно, понимаешь? Да, блядь, Все надо... хорошо, у вас с юмором я сижу, ржу вообще. Просто все вопросы, которые я по ходу вспоминаю, я понимаю, что они не слишком жесткие. Нормально. Поймем только мы, нас еще не поймем. Да похуй. Я скажу, что я лично забубенил перед субботой 15 ампул мельдония по вене. Скажу, вот это бомба, ребята. Колите миндолей. Тогда наш Гринпекс должен будет. И будете здоровы. А чуваку сделали рекламу вообще за бесплатно, да? Вообще. А он же там рекламу тоже там. Латвия, родина мельдония, там типа welcome, мельдониевые туры, да. Вы что, в курсе, что очень креативно? Пометь там где-нибудь. Кстати, давай точно про мельдоний прикольнемся. Да, Это будет да. стёмно. А тебя слышно, когда ты говоришь там? Да, иногда слышно, в конце же был тогда интервью. Да. Ну тогда он подошел. Не отвлекайся, отвлекайся. Надо, чтобы ты тоже подошел, микрофон снимал. Мы тоже что-нибудь скажем эпичное. Хорошо? Я скажу, что я буду медленно снимать микрофон, чтобы вы обязательно успели соорудить какой-нибудь хуйню. Это очень хорошо, очень нормально, естественно для нормального настоящего мужчины стремиться быть сильным. Но это очень странно для нормального мужчины стремиться быть красивым. Мне все-таки кажется, что красота – это прерогатива слабого пола. Я согласен, что надо хорошо выглядеть, надо за собой следить. Но когда это начинает граничить с нарциссизмом, я считаю, что это не совсем правильно. Да, это даже пожестче стихотворение вышло, чем прошлое. Я не буду пиздеть, я практиковался. Я даже пошел в комнату еще разок его так шлифанул. То есть зашел и шлифанул. Нарываешься? Ладно, все мы немножко художники. Ну, давай дальше. Если бы... Можно? Ложи. Я вот сейчас после хлопка. Окей, Нарывается. нарывается. Оп.
Хлоп. Оп. Оп. Сейчас самая моя беда. Днем было вопросов миллион. К вечеру отупел, как мы и говорили вчера. Я просто благоразумно ебнул модофенила, и у меня все заебись. Оля, принеси барбитуры какой-нибудь. Ты же много изучал там викингов, да, вот. Очень люблю мифологию Севера, вообще это моя слабость. Есть там такой был, назовем его спецотряд древности берсеркеры. Если бы на соревнованиях было бы разрешено входить в режим берсеркера, используя при этом, что они используют, грибы? И грибы, я думаю, тоже. Надо ввести, короче, дивизион берсеркеров. Я его возглавлю. Как бы выглядели соревнования, по-твоему? Я думаю, это было бы самое зрелищное шоу на планете. То есть сначала поднимали веса, потом бились бы, кто сильнее на самом деле в Конечно. Это то же самое, как, например, кто-то вытащил в классике, а кто-то вытащил в сумо. И потом надо биться за абсолютку. Вот это было бы очень правильно. Это было бы справедливо. Это было бы очень справедливо. И тогда побеждал бы действительно сильнейший. То есть и сильный, и сильнейший. Конечно. Тогда бы отпало бы очень много вопросов. За место коэффициента Вилкса просто бьются. То есть это такое силовое двоеборье получалось. Притом можно было бы делать выбор. Например, можно биться голыми руками, можно биться на топорах, на мечах, на ножах, да на чем угодно. Вот это был бы действительно мужской спорт. Доживали бы немногие. Ничего, зато оставались бы сильнейшие. С каждым годом соревнования все малочисленнее и малочисленнее. Мы с тобой общаемся, у тебя на аватарке стоит собачка. Ты любишь животных? Я очень люблю животных. Вот это я очень люблю животных. Очень. Константин, ты любишь животных? Очень. Что вот от этой тенденции? Что люди выбирают соревнования, что люди бегут от соперников и, в принципе, соперничества. Зачем люди, мужчины, если они таковыми являются? Почему так? Ну, начнем с того, что мужчины ли они, это абсолютно не мужская модель поведения. Поведение мужчины – это борьба, это соперничество. Только в борьбе можно выявить лучшего. Только в борьбе проявляется естественный отбор. Потому что если человек выбирает для себя изначально легкий путь, это удел женщин и удел слабых людей. Я с тобой полностью согласен. Даже поколение, которое у нас сменилось в зале, ребята молодые пришли, они уже занимались этой ерундой. Ну это же очень легко. Да, они ездили за металликами. Поехал, получил золотую медаль, всем рассказал, что ты чемпион мира. Никто же не будет вдаваться в подробности. Вот есть медаль, написано чемпион. Все, тебе другое отношение. Может, про воздержание скажем? Поймут ли? Ух, Да? надо тут поймать. Да? Кирилл, я очень хотел поблагодарить тебя за один очень дельный совет. Некоторое время назад я видел твое интервью, и в котором ты сказал, что ты превращаешься в монаха, когда готовишься к соревнованиям. Помнишь, мы с тобой завели разговор на эту тему, ты мне рассказал, что в это входит. Ты то, что мы писали, ты не записалась, да? Нет, как? Когда? Ну, когда я... То есть мне проговорить все заново? Ну, последний вопрос, да. Все. Это было действительно шоу. Первый раз шоу на высочайшем уровне. Это то, чего не хватает, так сильно не хватает нашему спорту. Это было зрелищно, это было эмоционально, это было необычно, это было очень смотрибельно. Плюс нереальная атмосфера вот этого клуба. Я слышал это от нескольких людей, что такое ощущение, что мы были не в Москве, что это было какое-то отдельное место. Я как только приехал туда, я сразу понял, что здесь мне будет офигенно поднимать. На входе стоял танк Т-34-85. Это символ нашей победы над фашизмом. Я подошел к нему, поблагодарил его
потрогал и подзарядился от него энергетикой. Я уверен, что это мне во многом помогло. Плюс организация, как всегда на твоих турнирах, была на высочайшем уровне. Лично для меня были созданы перфектные, я бы даже сказал, идеальные условия. И подведения к турниру, и разминки, и самого выступления. За что лично я хочу тебе сказать большое спасибо. Я понимаю, что та планка, которую ты сейчас поднял, ее будет не то что тяжело побить, ее будет даже тяжело повторить. Но я уверен, что ты справишься, что у тебя получится, и будут еще турниры более крутые, более зрелищные, чем это. Спасибо. От души. Такие шоу, чтобы понять и прочувствовать, надо там присутствовать. Ни одна фотография, ни одно видео не передаст тебе те эмоции и те ощущения, которые можно получить, находясь. Поэтому, ребята, в следующем году, когда Кирилл будет проводить шоу «Ночная сила» в клубе «Секстон», если у вас есть возможность, если вы хотите увидеть действительно крутое выступление профессиональных спортсменов, приезжайте, болейте. Это очень для нас, для всех важно. Именно ваша поддержка, ваше живое участие. Не онлайн-просмотр, не онлайн-трансляция, а именно живое присутствие. Чем больше нас будет, тем больше нам легче будет поднимать. Это мое мнение. Вопрос назрел. Давай. Такое слово, которое мне режет ухо, и я его перефразирую. Слово это хейтеры, а я их назову, не знаю, как я их назову? Не негодяи, я не знаю, писюны. Как ты относишься к писюнам? Не, ладно. Завистники, да? Да. Хорошее слово. Как ты относишься к завистникам? Скажу философски. Они были, есть и будут. В принципе, это в большинстве своем слабые и ущербные люди. Поэтому проявлять к ним какие-либо негативные чувства, это выше моего достоинства. Я отношусь к ним философски. У тебя много завистников? Я думаю, что дохуя. А я считаю, что завистники – это люди, которые нам нужны. Это такой лакмусовая помлоска и стимул двигаться дальше. Ты не можешь всем нравиться. Быть выше их. Да и зачем всем нравится? Конечно. Разве эта цель нравится всем? Нравится всем – это удел. Как я говорю, да. Всем нравится больным, старым и бедным. Да, будь больным, старым, бедным. Это неотъемлемая часть, это нормально. Пускай они будут. Понимаешь, когда люди думают о тебе, говорят, пускай даже гадость, ненавидят тебя, не отдают тебе свою энергию. Гораздо хуже, когда о тебе никто не вспоминает, когда всем на тебя похер. Вот это печально. А если ты вызываешь у людей эмоции, пускай даже негативные, это значит, ты что-то добился в жизни. То есть черный пиар-пиар? Конечно, конечно, посмотри на Западе. Они не гнушаются никаким пиаром. Я тебе скажу, что для людей даже черный пиар иногда важнее, чем светлый. Значит, Так что не надо иногда стесняться показать, что мы не идеальны, у нас тоже есть скелетики в шкафу. А то и несколько. А то и не свои. Соседские. Плюс, что я еще могу добавить насчет хейтеров, я уверен, что их не стало больше. Просто сейчас с помощью новых технологий, с помощью тех же самых социальных сетей, у них, может быть, впервые в жизни за всю человеческую историю появилась замечательная возможность себя хотя бы как-то немножечко реализовать. Просто когда человек пишет какую-нибудь гадость про известного человека, сильного человека, знаменитого, он этим пытается хоть как-то немножечко поднять свою маленькую самооценочку. Думаешь, это надо вставлять? Ну, можно посмотреть, как это будет, но это будет слишком, мне кажется. Не надо, это будет слишком. Слишком? Да. Это хорошо, как бы между нами, знаешь, поржать, но это затронет очень многих. И понимаешь, это будет не кабельпоп. А у многих рыльца в пушку. Мы знаем, что у многих рыльца в пушку. Ну ладно, в данном случае фраза «рыльца в пушку» звучит
Неоднозначно. Не, наговорили сегодня, ну... Надо давай заканчивать прощалку. В общем, Кирилл, я хочу тебе сказать очередное большое спасибо, что согласился взять у меня интервью, побеседовать со мной. Мне было приятно поделиться чем-то новым. Я очень надеюсь, что в этот раз, опять же, не будет банальщины и шняги, что людям будет интересно, что людям будет познавательно. Большое тебе спасибо. Никакой шняги. Только так. Всем пока. Шняга не пройдет. Нормально, нормально. Димка нарежет, все хорошо. Что ты скажешь, Маш? Очень раскрыто. Нормально. Там хватает информации. Главное, правильно. Ну, талантливый человек. Просто это... Вот почему я вчера не хотел делать, я был в таком состоянии, как ты. Я бы ничего не сказал. Во всяком случае, это будет по-любому отличаться от других интервью. Ну, конечно, конечно. Не, ну просто так выглядит, показалось, что много было остановок. Димка, мы на тебя надеемся, поэтому... Поэтому не испортите. Разреши. Я просто хотел пройти. Дима, я тебя учил. Нас в Америке всегда учили. Вот смотри, я тебе рассказывал, когда внимание. Нет. Вот иди сюда. Вот. Кирилл посмотрит, он знает. Вот тест. Просто тест, ты не знаешь, иди сюда. Слушай, вырежи, пожалуйста, только про пидорасов, потому что это будет слишком. У меня появится слишком много хейтеров, а у меня еще даже нет соцсети. Да, ты говоришь, что подписчики добавятся, но сначала создаете соцсеть, потом подписчики добавляются. Только так. Хотя, может быть, сразу добавятся нужные подписчики. Может быть, надо было в интервью вообще сказать, что если есть какие нормальные Everybody. которые готовы поучаствовать в моей подготовке, обращайтесь. Да, Не слишком жестко, нет? очень жестко.